Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Я уже переехал в новый дом, но об этом будет потом. Сейчас я расскажу вам историю, реальную историю, которая случилась со мной недавно. Это история о том, как корова меня забодала. Да? Корова забодала. Ну что, вы готовы? Не забудьте поставить лайк. Поехали! Итак, значит, примерно 1 месяц назад моя жена, это моя жена, она полетела в Далат. Да? Далат – это город, где я сейчас живу. И она полетела в Далат, чтобы искать новый дом. И я был дома один. Да, я был один, и было очень жарко, конечно, и я был дома с собаками, и с кошками. И я говорил с моей женой по телефону: как там, есть новый дом? Как вы знаете или не знаете? У меня раньше в старом доме вокруг дома было много коров. Да? Это коровы. И я и моя жена, мы любили кормить коров. Да? Кормить. Мы любили кормить коров, то есть давать им еду. И все коровы любили нас. Я любил коров, они любили меня. Но кроме одной коровы. Да, была одна корова, она не дружелюбная. Да? Не дружелюбная. Да? Другие коровы дружелюбные, они хорошие, а эта корова чуть-чуть агрессивная. Вот. И вот, когда моя жена, она полетела искать новый дом, я был один. И я пошел гулять с собакой. Да? Здесь я гуляю с собакой. Да? Я гуляю с собакой по полю. Да? Это у нас поле. Да? И здесь есть вот эта корова, агрессивная корова. Угу. И в этот день у этой агрессивной коровы был новый теленок. Да? Это теленок. Теленок – это ребенок коровы. Теленок. Да? Вот. У нее был новый теленок, но я это не увидел. И я шел, и я говорил по телефону с моей подругой. Я говорю, я смеюсь, ха-ха-ха. А моя собака, она ведет меня к этой корове. И я не увидел, я был невнимательный.
да, невнимательный. Я был невнимательный, то есть я не смотрел по сторонам, я просто шел, говорил с подругой, вот. И моя собака подвела, да, она подвела меня к этой корове. И когда она подвела меня к этой корове, было уже слишком поздно. Да, было слишком поздно, потому что эта корова уже увидела меня, и она корова подумала, что я хочу забрать, да, забрать. Давайте напишем. Забрать ее теленка. Да, потому что во Вьетнаме это очень популярно. Люди едят мясо теленка. Да? Они едят не корову, а теленка. Не только во Вьетнаме. Я думаю, во многих странах люди едят мясо теленка. Ну и вот. И эта корова думала, что я плохой человек, и я хочу забрать ее теленка. Но корова не знала, что я веган. Я не ем теленка, я не ем корову. Вот. И когда я подошел к ней с моей собакой, она смотрит на меня, и она такая... Вот. И она побежала за мной, да, такая тык-тык-тык-тык-тык. Вот, да, она побежала за мной, и я начал от нее убегать, да, я убегаю. Но я убегал не очень быстро, потому что обычно эта корова, она, как сказать, она привязана, да, она привязана обычно. Но она была очень злая, поэтому она побежала, и ее веревка, да, она порвалась, да, порвалась. И она побежала за мной, и я начал убегать от этой коровы, вот, и потом эта корова меня догнала меня, да, она догнала меня, и она меня, она меня боднула или забодала, да, мы говорим бодать, забодать. То есть корова меня 3 раза забодала, 3 раза боднула, вот, и в мою спину, да, спина 3 раза, вот так, тыщ, тыщ, тыщ. Вот, к счастью, у этой коровы были очень маленькие рога, не такие, примерно вот такие у нее рога, маленькие, да, вот это неправда, это не эта корова, давайте сотрем, вот, а теперь похоже больше на эту корову, вот ее маленькие рога, да, не очень большие, и она меня ее маленькими, и эти рога, они не острые, да, рога, не острые. Да, острый. Например, если у меня есть нож, я режу хлеб, мне нужен острый, да, острый нож. Но рога были не острые. Поэтому все хорошо. Она меня 3 раза или 4 раза боднула, и я убежал, но потом она вернулась к теленку. Я просто был в шоке, но я посмеялся. Да.
И когда я убегал, вы видите, я потерял мои вьетнамки. Да, эту обувь мы называем вьетнамки. Я не знаю почему. Вьетнамки. Да, это вьетнамки. Не потому, что я живу во Вьетнаме. В России тоже все люди говорят вьетнамки. Вот. И да, я потерял мои вьетнамки. И потом я взял вьетнамки, взял собаку и пошел домой. И сначала все было хорошо, но через 2 или 3 часа я начал чувствовать сильную боль, да, боль. Вот, у меня была сильная боль в лодыжке, вот здесь. Да, это лодыжка, мы говорим. Лодыжка. Да, у меня была боль в лодыжке, очень сильная, и я не мог наступать на мою ногу, и это было очень больно, да. И вы помните, я дома один, и моя жена не дома, поэтому это был очень трудный вечер, мне нужно было кормить кошек, кормить собак, гулять с собаками, и все это я делал на одной ноге. То есть я прыгал на одной ноге, это было трудно, это было жарко, да, но я все сделал. И потом я хотел идти спать, но я не мог спать, потому что была сильная боль. Я больно. Вот, поэтому я вспомнил, что есть народное лекарство, да? Народное лекарство. Народное значит, это не традиционная медицина, это от людей, от простых людей. Вот. И это народное лекарство, это как, да, лекарство аспирин, да, у нас есть какие еще лекарства, не знаю. Много разных лекарства, да, ну вы понимаете, лекарства. И это народное лекарство, это куркума, да, это вот у нас здесь есть куркума, это лимон, да, лимон, вот, такой лимон, и черный перец, да, черный перец. И все это мешаете и пьете. И также я выпил масло CBD, да, масло CBD чуть-чуть. Я сделал это все вместе, и потом я пошел спать, и я смотрел фильм, и через 1 час боль прошла. Боль прошла, и я смог нормально спать. Да, я был счастливый, боль прошла, я сплю, но когда я спал, я видел сон, да, я видел сон. Да, я видел сон про эту корову, что она гонится, да, гонится за мной, бежит за мной. Но потом все было хорошо. Это все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я извиняюсь за эхо, за звук. Я знаю, еще не идеальный звук, но мы поработаем над этим. И, как обычно, большое спасибо всем моим патронам, а также моим суперпатронам, таким как Джош, Джоэл, Джефф, Лиз, Андрея, Холли, а также Брюс Ли. Спасибо вам большое, друзья. И если вы тоже хотите поддержать меня на Патреоне, вы знаете, что делать. Ну все, до скорого и пока-пока!